Ангина – очень опасная бактериальная инфекция, которая лечится антибактериальными средствами, то есть антибиотиками. Симптомы ангины – интенсивная боль, гнойники на воспаленных миндалинах, повышенная температура, но при этом нет симптомов простуды, то есть соплей. Чем же страшна ангина? Микроб стрептококк, который провоцирует возникновение ангины, в подавляющем большинстве случаев чрезвычайно опасны. Он является причиной ревматизма, болезней почек и проблемы с сердцем. И если неправильно лечить ангину, то это чревато возникновением осложнений. Как же ее лечить? Если вы сомневаетесь, что у вас именно ангина, не стоит бездумно глотать антибиотики сразу при первой боли. Особенно это касается детей. Понаблюдайте первые 12 часов за состоянием ребенка. Сделайте анализы, которые точно подтвердят наличие стрептококка. Оказывается, что вероятность осложнений резко сокращается, если вы начинаете лечение антибиотиками в первые 9 дней. Есть ряд исследований, которые говорят, что если лечение ангины начинается не в первый день, а только на третий, то это приводит к уменьшению рецидива. То есть в первые дни организм вырабатывает иммунитет на стрептококк. Поэтому лечение сразу проводится тогда, когда реально очень-очень плохо. Как же долго стоит принимать антибиотики? Как правило, на второй день приема антибиотиков состояние больного нормализуется, температура спадает, а боли в горле утихают. Однако это не повод прекращать прием антибиотиков, чтобы не возникало осложнений после перенесенной ангины. Антибиотики стоит принимать минимум 7 дней, а при тяжелой форме ангины до 2 недель. Стоит ли при этом удалять миндалины? Да, если после ангины возникли осложнения. Да, если миндалины настолько воспаляются, что мешают дышать. И да, если ангиной вы болеете чаще, чем 4 раза в год. Заразна ли ангина? Ангина заразна столько дней, сколько в миндалинах больного сохраняется активный очаг инфекции. Если больной принимает эффективные антибиотики, ангина у него заразна на протяжении 2 суток. Это зависит от особенностей самого антибиотика и режима его приема. В общем случае ангина заразна столько времени, сколько нужно препарату для полного уничтожения инфекции. Современные средства на основе амоксициллина, ампициллина, эритромицина и ряда других антибиотиков уничтожают бактерии в течение суток. Это значит, что через сутки после начала приема антибиотиков ангина у больного уже не заразна, поэтому через несколько дней после начала приема вы можете начинать посещать общественные места. Как же лечить ангину народным способом? Рекомендуется полоскать горло раствором соды. 1 чайная ложка соды в стакане теплой кипяченой воды. Можно добавлять 2-3 капли йода и пол-столовой ложки соли. Но если вы страдаете повышенным давлением, то использовать соль в этом растворе не рекомендуется. В принципе, достаточно использовать только соду. Важно в этом методе использовать принцип капельницы. То есть организму важно постоянно получать лекарства. Поэтому полоскать горло нашим раствором стоит каждые 30-40 минут. Только в этом случае будет ощутимый эффект. Полоскание же 2-3 раза в день не даст нужного результата. Как же нужно полоскать горло при ангине? Набираем раствор в рот, вдох через нос, задираете голову и полощите. Выдыхаете через рот. Так повторяйте 2-3 раза. После чего еще раз набираем раствор и просто держим его пару минут без полоскания. И так нужно делать каждые полчаса. Следующий момент. Куркума при ангине. Куркума – настоящая находка в народной медицине. Это природный антибиотик номер 1. Пришел он к нам из Индии. Именно благодаря куркуме многие народы Азии спасаются от вирусов и паразитов. О куркуме мы более подробно расскажем в следующем видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Собственно, сам рецепт. Берем столовую ложку меда и добавляем в нее чайную ложку куркумы. Все это перемешивайте и через 5-7 минут после полоскания берем получившийся состав на кончик чайной ложки и держите как можно дольше во рту. Выплевывать не нужно, вы можете это проглотить, это не навредит вам. Эту методику рекомендую делать при обычных инфекциях в горле, например у ОРВИ. Перед сном сделайте полоскание с медом и куркумой. И еще один совет, при ангине не стоит переедать, как можно больше пейте воды. Что делать после выздоровления? Для того, чтобы вовремя выявить осложнение ангины, через 2 недели после выздоровления необходимо сдать общие анализы крови и мочи. О наличии какого-то осложнения может говорить повышенное содержание в крови лейкоцитов. Если анализ крови после ангины показывает такие изменения, необходимо полностью обследоваться. Биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ почек и так далее. Реабилитация после перенесенной ангины должна длиться не менее 1 месяца. Какие же самые эффективные меры профилактики против ангины? Закаливание организма. Ангина – заболевание, цепляющееся за слабую иммунную систему. Поэтому закаливание и активный образ жизни – один из самых эффективных способов профилактики. Ежедневная зарядка, прогулки на свежем воздухе, обтирание холодной водой и контрастный душ – все это способно творить чудеса с нашим иммунитетом. Второй метод профилактики –
поддержание идеальной чистоты полости рта, своевременное лечение больных зубов, полоскание горла целебными отварами. И, наконец, третий метод профилактики ангины – это правильное питание. Оно напрямую влияет на иммунитет, поэтому должно быть насыщено полезной пищей, несущей в организм витамины и минералы, а не жир с холестерином. Помните, вся информация в этом ролике носит информационный характер. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед какими-то действиями. Ангина – это заразное заболевание. Насколько оно контагиозно? Ангина – это достаточно контагиозное заболевание, и достаточно часто мы можем видеть заразность этого процесса. Так как стрептококк является достаточно контагиозной инфекцией, она распространяется в окружающей среде, и мы видим, бывает у родственников, наличие точно таких же процессов, как у детей. Вот. То есть ангина преимущественно передается воздушно-капельным путем? Да, это основной путь передачи инфекции. А какие еще пути можно выделить? Можно выделить гематогенный путь, когда есть воспалительный процесс в любой части нашего организма, и через кровь инфекция передается и оседает в области миндалин. Может быть энтеральный путь, когда мы кушаем инфицированные продукты, в частности молочные продукты, где любит обитать стрептококк. Искусственный путь передачи – это когда вследствие травматизации миндалины, возможно, после оперативных вмешательств, будет травматическая ангина. Такое возможно вследствие открытого доступа инфекции к поврежденной слизистой оболочке миндалины. Эндогенный путь передачи ангины существует? Существует эндогенный путь, он достаточно редко возникает. Это при наличии в близлежащих областях воспалительного процесса, в частности синуситы, риниты, фарингиты. Сколько заразен человек, болеющий ангиной? В зависимости от возбудителя. Если возбудителем является бактерия, это первые дни. Если мы уже получаем лечение в виде антибиотиков, это сокращается до суток-двух. А если путь передачи вирусный, инкубационный период вирусных инфекций составляет от 3 до 5 дней. После этого времени мы уже не заразны. При грибковых инфекциях, при грибковых танзилитов заразности практически не наблюдается, потому что грибок, он фиксирован к слизистой оболочке и не выделяется в окружающую среду таким образом, как воздушно-капельный путь. Как не заразить близких, если один из родственников болен ангиной? В зависимости, какой танзилит мы имеем. Если мы имеем острый танзилит, однозначно это повод обратиться в лечебное учреждение за помощью. И тогда такой пациент будет госпитализирован в вакцинационное отделение и оказывается помощь. Таким образом он будет изолирован от своих родственников и от общения с близкими. А если идет обострение хронического танзилита, чаще всего эти пациенты лечатся в амбулаторных условиях. И тогда достаточно изолировать в соседнюю комнату, и на фоне лечения уже будем, изоляция от контакта с родственником. В чем в целом заключается профилактика ангины? Нету специфической профилактики ангины, есть неспецифические методы. Это методы закаливания, это методы правильного питания, дозированного труда и отдыха. Один из методов профилактики ангин является иммунопрофилактика, в частности в сезон вирусных инфекций профилактика, вакцинация от гриппа. Одним из методов профилактики является, если не будет гиперопека над детьми, мы будем разрешать им пить прохладные напитки, закалываться в сезон, купаться в море, в озерах. Таким образом ребенок будет крепче, и его иммунная система будет противостоять различным инфекциям. А как вакцинация от гриппа связана с профилактикой ангины? В сезон гриппа, когда наблюдается высокий эпидсезон, идет значительная иммуносупрессия, вследствие которой может активизироваться условно-патогенная флора ротовой полости и спровоцировать ангину, либо активизировать процесс, провоцировать обострение хронического танзилита. А когда лучше вакцинироваться от гриппа? В какое время?
Оптимально это октябрь-ноябрь месяц. Традиционно вирусный сезон начинается с конца ноября, декабрь, январь. Но многие говорят, что штаммы гриппа постоянно мутируют, и поэтому профилактика такая не имеет особого смысла. Это так? По международным рекомендациям Всемирной организации охраны здоровья ежегодно медицинские компании, фармкомпании изготавливают вакцину с определенным набором штаммов вирусных. В частности, в этом сезоне мы наблюдали эпидобстановку по 3 вирусам гриппа. Это Калифорния, Брисбен и Мичиган. Именно в состав вакцины Ваксигрипп и входили все этих 3 вируса. Ангина – это острое заболевание глотки, которое вызывают бета-гемолитические стрептококки группы А. Чаще всего оно передается воздушно-капельным путем, например, при разговоре, кашле или чихании. Также можно заболеть при контакте с вещами больного человека, поэтому нельзя пользоваться с ним одной посудой или полотенцем. Контактным путем в основном заражаются маленькие дети. Кроме того, инфекция может передаваться через пищу, например, молочные продукты, фарш и листья салата. При нагревании до 60 градусов стрептококк погибает за полчаса. Ангиной чаще болеют осенью и зимой. В группе риска находятся дети от 5 до 15 лет, а также родители школьников и взрослые, которые часто контактируют с детьми. Летом ангина возникает реже, чем зимой, но протекает обычно тяжелее, так как люди не подозревают, что могут заболеть ангиной в такое теплое время года и реже обращаются к врачу сразу при появлении симптомов. Инкубационный период ангины, при котором она протекает бессимптомно, длится до 2 суток. Потом болезнь начинается остро с повышения температуры до 38-40 градусов, озноба, слабости и потливости. Лицо при этом краснеет, а глаза блестят. Для ангины характерна тупая головная боль, сильная ломота в мышцах и суставах. При болезни увеличиваются лимфоузлы под челюстью и воспаляются миндалины. Такое воспаление миндалин называют танзилитом. В первые сутки горло болит только при глотании. Затем боль становится постоянной и может отдавать в ухо. Через несколько дней в миндалинах может появиться желто-белый гной. В тяжелых случаях они становятся темно-серого цвета, а после отторжения гноя и отмерших тканей остаются дефекты. Также при тяжелом течении резко ухудшается самочувствие, сильно болит и отекает горло, из-за чего сложно открывать рот. В таких случаях требуется срочное хирургическое лечение. У детей симптомы ангины выражены сильнее, чем у взрослых. Ребенок становится вялым, отказывается от еды, у него может сильно болеть голова и живот, появляется тошнота и рвота. Ангина может осложниться паратонзиллитом, то есть воспалением клетчатки около миндалин. При этом заболевании усиливается лихорадка, выделяется много слюны, сильно краснеет мягкое небо, отекает и болит горло с одной стороны, из-за чего становится трудно открыть рот. Также ангина может привести к воспалению сердечной мышцы, пазух носа, желчного пузыря, почек и многим другим заболеваниям. Какими симптомами проявляются эти осложнения, можно узнать в статье на про болезни. Ссылка в описании к видео. При температуре выше 37,5 градусов, боли в горле и лимфоузлах, сильной слабости и ломоте в мышцах нужно обратиться к врачу. При подозрении на ангину доктор назначит клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и возьмет мазок с миндалин на стрептококк. При госпитализации и в день выписки выполняется ЭКГ. Симптомы, напоминающие ангину, такие как боль в горле и высокая температура, возникают при многих болезнях, например, при дифтерии зева, скарлатине и фарингите. Чтобы правильно назначить лечение, врачу важно различить эти заболевания. От каких еще болезней нужно отличать ангину, можно узнать в статье доктора Александрова на про болезни. Ссылка в описании. Ангину лечат антибиотиками. Лихорадка и боль при этом обычно ослабевают через несколько дней. Также при ангине следует пить много жидкости и на время отказаться от продуктов, которые механически или химически раздражают горло, например, от острых блюд.
Лечение обычно проводится дома, но в первые 3 дня врач должен регулярно следить за состоянием пациента. Это поможет вовремя выявить осложнения и исключить дифтерию зева. При развитии тяжелой формы ангины придется лечь в больницу. Чтобы облегчить состояние и ускорить выздоровление, можно орошать ротоглотку и миндалины антисептиками и полоскать горло. Но важно помнить, что основное лечение ангины – это прием антибиотиков. Ингаляции и травы, снимающие боль в горле, являются лишь вспомогательными средствами. Также врач может назначить антигистаминные препараты и средства для повышения иммунитета. В больнице при тяжелом течении ангины внутривенно вводят глюкозосолевые растворы. Прогноз при ангине чаще благоприятный, но у людей с тяжелым иммунодефицитом могут развиться осложнения. Больного ангиной желательно изолировать, а его близким сдать анализы и при необходимости тоже начать лечиться. При частых рецидивах врач может назначить профилактические препараты или рекомендовать удалить миндалины. Чтобы ангина не развилась повторно, рекомендуется вести здоровый образ жизни, закаляться и следить за тем, чтобы в организме было достаточно витаминов. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.